Замена охлаждающей жидкости должна производиться каждые 90 тысяч километров пробега или через 3 года в зависимости от того, что наступит раньше. В моем случае прошло уже 5 лет и пробег составил 85 тысяч. На автомобиле с нашим двигателем Logan K4M расширительный бачок расположен слева от двигателя. Оптимальный вариант сливать жидкость через нижний шланг расширительного бачка. Однако его нереально вывести вниз, поэтому придется сливать, отсоединив патрубок от радиатора. В этом случае без съема бампера не обойдется. Работу надо выполнять на холодном двигателе. Помните, что на горячем двигателе жидкость в системе охлаждения находится под избыточным давлением. Во избежание ожогов не отворачивайте крышку расширительного бачка, пока двигатель не остынет до температуры ниже 40 градусов Цельсия. Также перед работой вы должны знать, что в охлаждающей жидкости содержится этиленгликоль, который ядовит при попадании в организм и на кожу. В первую очередь снимаем защиту картера двигателя, затем снимаем бампер. Поддеваем отверткой пистон крепления бампера. Вначале снимаем его с одной стороны, затем с другой. Снизу с помощью ключа Т-30 откручиваем винты. Их там 4 штуки. А также 4 винта сверху. Но мы их выкрутим в последнюю очередь, чтобы бампер не отвалился. Винты уже заржавели, поэтому снимать сложно. Перед установкой обратно их следует очистить от ржавчины и немного смазать. С каждой стороны необходимо открутить по 3 болта крепления бампера к подкрылкам и по одному маленькому снизу. Их откручиваем с помощью отвертки Т-20. Болты сверху откручиваются легко. Оставляем для крепления один болт. Как и снизу. Углы бампера крепятся на зацепах, они снимаются с небольшим усилием. Теперь откручиваем верхний последний болт и снимаем бампер. Ставим под шланг радиатора широкую емкость. Для снижения интенсивности слива жидкости в начальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть. Затем пассатижами сжимаем концы хомута, сдвигая его по шлангу. Отсоединяем шланг от патрубка радиатора и сливаем жидкость в подготовленную емкость.
Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка, а затем снимаем колпачок штуцера выпуска воздуха из системы охлаждения, который расположен на шланге подвода жидкости к печке. Пока сливается антифриз, можно прочистить радиатор. А ты, пожалуйста, подпишись на мой канал. Для того, чтобы жидкость максимально слилась, можно расширительный бачок чем-нибудь продуть. В итоге получилось слить около 4 литров жидкости. После того, как вся жидкость стекла, я попытался старым хомутом закрепить шланг, но усик на хомуте подогнулся, и он не фиксировался. Поэтому после нескольких попыток я установил резьбовой хомут. После этого заливаем жидкость в систему охлаждения. Раньше я заливал Elf Glacier RX Type D, но в эпоху санкций перешел на Felix. Написано, что он выдерживает температуру минус 40 градусов Цельсия. В банке содержится 5 килограммов. Непонятно, зачем производитель указывает вес продукта, если заливать приходится в литрах. Учтите, что 5 килограммов – это не 5 литров. Плотность антифриза выше, чем воды, поэтому в 5 килограммах 4,7 литров антифриза. Заливаем жидкость в бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать через штуцер выпуска воздуха. После этого заворачиваем колпачок штуцера и крышку расширительного бачка. Запускаем двигатель и даем поработать некоторое время. У меня это около 5 минут, пока жидкость не прогреется и откроется термостат. При достижении температуры жидкости 95 градусов Цельсия открывается термостат, и жидкость циркулирует через радиатор. При этом лишний воздух выходит и уровень антифриза падает, поэтому придется несколько раз его доливать. При необходимости доводим его до нормы. И уровень падает, а раньше поднимался на горячую. Сборку бампера осуществляем в обратной последовательности. Сначала устанавливаем его на машину, затем крепим верхние болты, вставляем зацепы, крепим к подкрылкам с боков и снизу. В последнюю очередь затягиваем болты крепления сверху. Еще раз проверяем крепление всех болтов. На этом все. Подписывайтесь на канал.